Насколько я понимаю, у нас с вами сегодня встреча посвящена результатам работы. Так точно, Владимир Владимирович. Сразу хочу сказать, что несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития. Владимир Владимирович, разрешите начать с экономических показателей. Среднегодовой рост выручки 24%. Мы пересечем, целимся в это, 3 триллиона рублей в этом году. Из них около 1 триллиона 200 миллиардов – это выручка по новым продукции. Средний годовой прирост зарубежной выручки 23%. Ну и вот еще один такой интересный факт. В этом году у нас станет более чем 400 тысяч человек. Мы растем и по численности сотрудников госкорпорации. Производительность труда целимся в 12% среднегодового роста. Рост заработной платы средней 11% за прошедшую пятилетку. Уважаемый Владимир Владимирович, мы наращиваем вклад в экономику страны. Наш атомный заказ, уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям, на ближайшие 10 лет 52 триллиона рублей. Из них большая часть за контуром госкорпорации. Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена. Мы выйдем, наверное, на цифру до 100 триллионов рублей. Такой условная инвестиция атомщиков в экономику нашей страны. Сами же инвестиции имеют среднегодовой прирост в 31%. Мы вышли на сумму где-то около 1,5 триллионов рублей в год. Ну, в интересах в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты. Ну и, Владимир Владимирович, растет наш вклад в налоги, в соцстрах, в социальную сферу уже более полутриллиона. Владимир Владимирович, мы хотим вас поблагодарить, конечно, от лица всей отрасли. Вы поддержали в 2020 году наш нацпроект развития техники, технологий и научных исследований в области атомной энергетики. В 2022 году вы приняли решение о его продлении. На стратегической сессии в правительстве Михаил Владимирович поддержал идею все 5 федеральных проектов погрузить в новый нацпроект «Новые атомные энергетические технологии». Все содержание нашей национальной программы РТТН, все 5 федпроектов погружены сейчас в национальный проект. Кроме этого, около 10 национальных проектов проходит с нашим участием. Все, что связано с экономикой данных, химией, новыми материалами, машиностроением, здоровьем, логистической системой. В общем, активно под руководством правительства в этом направлении работаем. Значит, наше главное служение гособоронзаказ. Среднегодовой прирост был, да, по налогам и соцвыплатам 15,5%. Примерно так, 15,5%. Ну, понятное дело, что сейчас растут и затраты, поэтому немножко непропорционально, скажем, растем своему обороту, но все равно мы одни основных налогоплательщиков в стране, и по суммарному вкладу соцстрах и налоги мы третьи из промышленных компаний нашей страны. По гособоронзаказу 3 задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача, собственно, обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции. Кроме того, ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы. И в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивку, в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%, 52% было гражданки в рамках Росатомовского ОПК. Ну и к 30 году, конечно же, нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОС, конечно, растет. Растет иногда в десятки раз. Владимир Владимирович, ваше поручение 25% атомного электричества в нашей стране исполняется. Я бы хотел отметить большую работу, которая идет сейчас по линии Министерства энергетики. Уже в Министерстве энергетики новая генсхема. Что важно отметить, что Росатом не только технологически предложил хорошее решение, но и по стоимости электроэнергии мы оказались первыми. Во-первых, за счет длительного цикла жизни атомных электростанций мы даже занижаем, потому что мы пишем 60 лет, они будут работать дольше, но пока не можем написать в силу юридических причин более 60 лет. У нас очень высокий коэффициент использования установленной мощности.
более 80%. И, конечно же, мы импортонезависимые, поэтому все вызовы, связанные с импортозамещением, не нанесли экономического ущерба нашим проектам. И вот во исполнение этого решения о привлекательности нашего тарифа Минэнерго поддержала наше предложение по 37 энергоблокам до 1942 года. Это позволит в середине 40-х выйти на 25%. Сколько сегодня конкретно? Сегодня, В собственно, общей структуре. атомного электричества примерно 19 с небольшим. Мы туда добавляем еще несколько миллиардов киловатт-часов наших ветряных электростанций, поэтому держим уверенную планку в 20% атомного электричества. В мире мы примерно во втором десятке по удельному весу. На 3% выросли, да? Да, но выросли где-то за 3% за последние годы. За год, прошедший на зарубежных объектах, все идет по плану. Вы их очень хорошо знаете новости. В Узбекистане мы заключили первый контракт на малую атомную электростанцию. Очень привлекательный контракт объемный на топливо с индийцами. В Бангладеш все идет по плану. Завезли топливо туда, завезли топливо в Турцию. Ну и, конечно, главное событие прошлого года. Мы сдали белорусскому заказчику АЭС в Островце. Вы не понаслышке знаете, как строго к нам относился заказчик, как нам доставался от Александра Григорьевича, но когда мы в ноябре сдавали ему станцию, он сказал: не хочу вас отпускать. И мы подготовили еще около десятка проектов технологического суверенитета с общим стартовым объемом 50 миллиардов рублей для реализации в Беларуси. И я просто хочу вас поблагодарить за принятое уже много теперь лет назад решение о инструментах поддержки атомного экспорта. Это очень эффективный инструмент кредитования страны заказчика. Во-первых, деньги к нам возвращаются с процентом. Во-вторых, собственно, осваиваются они в Российской Федерации. И, конечно же, мы создаем проекты на сотни лет в этих странах в смысле слова. Этот инструмент поддержки экспорта, он очень хорошо работает. И вот, объединив наш белорусский опыт, мы вышли на совершенно новые качества работы на экспорте. Владимир Владимирович, сразу хотел бы обратить ваше внимание на цифры анализа зарубежной выручки за последние годы. Растут объемы, я вам это говорил, да, но и растет очень заметно удельный вес выручки доли дружественных стран. Под 80% будет в этом году. За счет чего мы это достигаем? Мы начали на примере отработанного в Беларуси экспорт технологического суверенитета. И очень хорошо откликаются наши дружественные страны на такие наши предложения. Партнерство в проектах, связанных с экологией, с цифровыми технологиями, в машиностроении, в накопителях энергии. Это позволяет, кроме атомного экспорта, к нему прикреплять еще большой объем проектов технологического суверенитета. Но и хочу также отметить, что мы приходим с нашим топливным предложением еще и в страны, где находятся реакторы зарубежного дизайна. Объединенные Арабские Эмираты, там станцию корейцы строили, покупает наш АУ. В Бразилии, в Мексике только мы поставляем обогащенный урановый продукт, хотя там станции дизайна американского. Ну и вот из этих проектов технологического суверенитета рождаются такие уже глобальные направления. Хотел бы вам доложить, что под руководством Виталия Геннадьевича Савельева мы сформировали федеральный проект «Уже большой Северный морской путь», имея в виду всю транспортную опорную инфраструктуру по северам нашей страны, решая задачу, в первую очередь, конечно, экспорта наших товаров, во вторую — связанность территорий, включая северный завоз, и, конечно же, задачу международного транзита. Вот эта фактически хорда, опорная северная транспортная инфраструктура, может помочь нам реализовать идею разгрузить Восточный полигон. И на этапе в 30-х годах сопоставимые по объемам количество грузов провозить уже северным путем, но для этого еще предстоит немало поработать. Ну и по плану идет у нас строительство атомных ледоколов, большой вызов строительства грузового арктического флота. Здесь это направление отдельным образом мы в правительстве доложили, и оно будет тоже находиться в федеральном проекте. Владимир Владимирович, по перевозкам по Северному морскому пути идем с небольшим опережением прошлогодних рекордов. Несмотря на все давления, у нас очень большая востребованность Северного морского пути именно в части перевозки грузов. Ну и тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали нашу работу по логистике. Была передана нам компанией «Феска», Дальневосточное морское пароходство, вместе с другими направлениями. Мы сейчас выходим на обеспечение транспортного суверенитета не только на севере, но и в других бассейнах. Конечно же,
работаем слаженно, в том числе с нашими транспортниками, железнодорожниками. И наша задача обеспечить суверенитет логистический, развивая при этом контейнерные перевозки особым образом с нашими зарубежными партнерами. Китайская Народная Республика, Индия, вы об этом знаете, демонстрирует интерес. С Объединенными Арабскими Эмиратами создано совместное предприятие. И я очень надеюсь, что мы действительно ускорим и разовьем работу СМП уже по всему, так сказать, периметру, по всей географии транспортных путей. Северный широтный ход надо показать. Да. Это должен быть. Северный широтный ход 1 это от Надыма до Обской, а северный широтный ход 2 это от Обской выходит на Сабету. Вот эти два участка, они здесь только маленьким пунктирчиком пока нарисованы. Да. Но, конечно же, с учетом, так сказать, бюджетных ограничений, надо думать, как реализовывать эти проекты. Это глубокие инвестиционные проекты, и мы, конечно, только вместе с РЖД их можем сделать. Да, так, а у них есть. У них есть, да. Я говорю, что мы с ними слаженно работаем. Надо показать здесь. Есть, будет сделано. Это как раз слайд про логистику. И, Владимир Владимирович, мы вам регулярно докладываем в рамках форума будущих технологий большую работу по заделам завтрашнего дня, по технологиям будущего. Помните, год назад рассказывали про кванты, показывали 16-квантовый процессор, сейчас уже 50. И из отстающих мы пришли точно совершенно в топ-5 стран. А вообще все 4 платформы развивают только 2 страны. Это мы и Соединенные Штаты Америки. Большая работа идет по созданию сверхмощных вычислительных платформ. И с точки зрения сегодняшних суперкомпьютеров, и работа на фотонном направлении. В общем, здесь не только за счет мультипликации вычислительных мощностей, но и за счет новых физических принципов мы, конечно же, решим эту задачу создания вычислителей супермощности. В этом году вы уже посетили форум по теме здравоохранения и медицина. Показывали мы вам и биопринтинг, и работу по ядерной медицине. Могу добавить, что сейчас новое направление уже в исполнении решений форума – это работа в направлении онкологии на генном и клеточном уровне, активизация собственных иммунных клеток человека в биореакторах, возвращение их в организм, ну и работа уже на самых таких тяжелых завершающих стадиях совершенно другого качества для помощи онкобольным. Следующая задача форума – это материаловедение, вы нам поставили. И наша задача, простым языком говоря, следующая. Вот сейчас мы вручную умеем создавать новые материалы с заданными свойствами. Наша задача в следующем поколении делать это с учетом искусственного интеллекта уже в огромных промышленных масштабах. Попробуем сделать за год этот рывок и предложить уже конкретные установки вместе с искусственным интеллектом. Ну и, конечно же, лидерство в освоении космоса невозможно без ядерных технологий. Здесь мы работаем с Роскосмосом. И плазменные ракетные двигатели – это часть нашего национального проекта. В отличие от газодинамических, у них совершенно другая эффективность, совершенно другое потребление топлива. И исследование космоса без них практически невозможно. Особенно маневрирование, смена орбит, маневрирование, дальний космос, конечно. Вот. Ну и это задело прям уникальное. Мало кто может с нами в этом смысле потягаться. Владимир Иванович, в завершении позвольте о главном. Главное – это, конечно, люди. И весь потенциал, и наша ценность госкорпорации в наших атомных городах, 31 город, 2,5 миллиона жителей. Мы традиционно вам рассказываем, как вместе с ФМБА улучшаем медицинское обслуживание, как работаем с городской средой, размещаем наш проект «Умные города», влияем на социальную жизнь. Но в этом году вы в ходе послания озвучили поручение создать мастер-планы для опорных городов и в первую очередь городов технологического развития. 4 мастер-плана для наших городов уже созданы, и все 31 город в течение 2 лет ближайших войдут в группу городов по созданию мастер-планов. Это очень большая поддержка, потому что инфраструктура наших городов, конечно же, изношенная, и нам в одиночку с муниципальными властями, с губерниями не справиться. И вот умножение нашей активности в городах на создание мастер-планов, на ту работу, которую Марат Шакирзянович Куснулин сейчас ведет, это прям вот прорыв такой в организации работы в городах. Спасибо вам за это большое. Еще вам спасибо за то, что в этом году у нас в атомной отрасли 3 лауреата государственной премии. Вообще в отрасли работает 12 героев России и труда России, 3 новых лауреата госпремии. Владимир Владимирович, у нас, конечно же, высокотехнологичная отрасль, и у нас особые требования к людям.
профессиональной подготовки, по готовности служить. Поэтому мы видим 3 больших трека. Это задача привести в отрасль, а нам нужно 300 тысяч человек до конца 20-х годов, не только готового специалиста, но и человека, разделяющего нашу культуру и ценности. На это направлены школы Росатома, менделеевские классы, инженерные классы, атом-классы. Мы работаем с более чем 100 опорными вузами и вот такой резерв молодых специалистов готовим. У нас треть примерно молодежи в отрасли. Вторая задача – это раскрытие человека внутри, во время работы, показать, что он центр нашей работы и вокруг него весь атомный мир крутится. 2 академии, корпоративная и техническая. У нас самый большой конкурс профессионального мастерства на планете, более 1500 участников. Признание «Человек года», который проходит как огромный праздник труда, это все позволяет нам держать вовлеченность в отрасли на уровне 82%. Ну и, конечно же, нужно дать людям почувствовать себя не только атомщиками, но и членами нашего общества. Мы активно участвуем во всех программах, проектах. Россия – страна возможностей. Такую честь вы нам оказали. Первые дни, первые недели проекта «Время героев» прошло на атомном ледоколе. В общем, мы абсолютно вписаны во все национальные проекты работы с людьми. Ну и за рубежом, конечно, вокруг себя молодежь ядерную тоже объединяем. Владимир Иванович, у нас в будущем году праздник 80 лет атомной промышленности. Ну, конечно, во-первых, вас приглашаем обязательно и хотели бы очень, чтобы это стал праздником не только для атомщиков, для всей страны и для всех наших зарубежных партнеров. И с вашего позволения мы подготовим такую программу, запустим ее уже в этом году. И так получается, что атомная промышленность родилась в один год с Великой Победой, чуть попозже. И основные мероприятия мы запланировали на август-сентябрь следующего года, в том числе с вашим участием. Хорошо, конечно. Спасибо большое. 80 лет, но будущее хорошее. И это еще говорит, за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% это достаточно молодые люди, если сейчас сотрудников атомной отрасли. У нас очень гармоничный состав. 30, чуть больше 30% молодежи, 30 золотое звено, 40, 55. И до 30% ветеранов. У нас трудятся люди за 80, за 90 лет, многих из них вы знаете лично. Это наша гордость и наша ценность. И вот в этом смысле такая гармония, связь поколений, они дают возможность нам не только в сегодняшнем дне работать и быть успешными, но самое главное, на десятилетия вперед выстраивать наши планы. Мы договорились, что в следующем году, в год 80-летия атомной промышленности, мы утвердим стратегическую программу нашего стратегического развития до 1945 года, до столетия, еще на 20 лет. Хорошо.